Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и на моем канале я рассказываю, как рисовать быстро, просто, хорошо на примере моей проектной графики. Вот такой вот, это мои скетчбуки. И я рассказываю основные принципы, и основанные на простых действиях, простых принципах, простых инструментах, как добиться такого, довольно эффектного впечатления от вашей графики. Сегодня я достал мой скетчбук Nation Gallery, это английский скетчбук, и в нем очень-очень-очень много графики. Например, вот проектная история, вот проектная история. Но сегодня мы посмотрим про вот этот листик. Если хотите научиться рисовать в таком стиле, то ссылка на Boosty, мой сервис платный по подписке, в описании к видео и ссылка в шапке профиля. Переходите и подписывайтесь, чтобы рисовать так же эффектно, просто и быстро. На этом развороте смесь рабочих историй, там, где я думал, каким образом можно построить вот такие вот блоки небольшие на склоне рядом с основным домом. Это большая длинная история, наверное, не буду ее проговаривать. Вот здесь я рисовал орнаменты для того, чтобы отработать орнаменты. Здесь какой-то план участка. И вот наиболее интересные вот эти вот моменты. Сейчас я про них проговорю. Это работы и рисунки прошлого лета. Тогда я делал проект, большой проект по деревянному зодчеству. И я набирал вот такие вот моменты, на которые мне нужно опираться, от которых мне нужно отталкиваться для того, чтобы выращивать эстетику проектов, которые я делал вот тогда, в то время. И для этого я делал зарисовки. Это часть моего ресерча, часть изучения культурного контекста. Я смотрел и искал вот эти вот формы и фиксировал эти формы для себя в моем скетчбуке. То есть не просто смотрел, не как будто бы вот так вот ты увидел и как будто бы ты это знаешь. Нет, нужно проводить все через практику, и я довольно много рисовал вот это вот деревянное зодчество, наследие, для того, чтобы дальше идти и интерпретировать его в своих задачах, в своих формах. Например, вот эта вот часовня Серафима Бырицкого была мной нарисована, не помню по каким эскизам, но тут для меня было очень любопытное деление пропорций основных форм. Максимальная большая форма, средняя форма, малая форма. Это, в общем, то, что я говорю про то, каким образом рисовать автоматически гармоничные сочетания простых форм на своем курсе. Это любопытно. То есть у меня, исходя из моей работы и опыта проектирования, большого опыта проектирования в Европе, например, у меня сформировалось собственное понимание того, каким образом работает вот такая вот эстетика быстрого рисунка. И опираясь на это понимание, я вывел некоторые принципы, которые позволяют, например, студенту довольно быстро двигаться по вот этой вот истории обучения. Наиболее быстро это происходит в интенсиве, когда я лично обучаю. Но вот эти вот принципы, их можно сформулировать. И один из них и заключается в такой троечности формы, когда ощущение автоматической гармонии нарабатывается через упражнение большой, средний, маленький. Это довольно известное упражнение, но оно тоже есть у меня в практике и работает отлично. И я вот радуюсь, когда нахожу ему подобие в хороших, крутых, старинных идеях проектов. И это все черно-белая графика, которая может быть выполнена, например, линером, она может быть выполнена пером, тушью, может быть выполнена маркером или перьевой ручкой. И вот это вот, такие основные инструменты и материалы, которые я использую для того, чтобы создавать свои вот эти вот быстрые графичные наброски, эскизы. В данном случае из инструментов у меня линеры Stabilo и линеры Micron. И их, в принципе, достаточно для того, чтобы создавать вот такую графику. Например, вот этим Stabilo я делаю тонкие линии, тонкая форма образования, а вот этим вот широким я приношу моменты ритма. Там, где, я полагаю, должны быть интенсивные теневые области. Вот, например, тык, 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 и все работает хорошо. Бумага для таких упражнений, в принципе, не важна. Вот здесь у меня на моем скетчбуке какой Nation Gallery, да, довольно плотная бумага, и она может выдержать, например, я думаю, что и воду, с водой я тут особо не экспериментировал, но намного приятнее, конечно, рисовать на такой плотной, и есть понимание, что выдерживающей нажатие бумаги. И огромное удовольствие от ощущения материальности вот этой вот бумаги, в отличие, например, от офисной, которая, легко рвется, она выглядит очень бюджетной,
Она и есть бюджетная, но, в принципе, я думаю, что если есть возможность использовать дорогую бумагу, то почему бы и нет. Сам я рисую постоянно на бумаге любой. То есть то, что у меня попадается под рукой, будь она дорогая, будь она дешевая, мне все равно. Я буду рисовать на ней свою графическую историю. И если она акварельная, то я могу, например, плюс использовать воду. Если она просто офисная бумага, то, конечно, я могу ограничиться вот такой вот графикой, и ничуть не хуже результат у меня будет от всего этого процесса. Для того, чтобы не уходить далеко в своих архитектурно-пространственно-ландшафтно-урбанистических фантазиях от исторического контекста, то я собираю книги, которые могут мне помогать опираться на что-то. И вот без изучения вот этого контекста, без изучения культурного наследия, я стараюсь особо-то вперед не двигаться. Потому что до меня жило огромное количество монстров, которые невероятное количество всего придумали и проверили. Они проверили это в своей жизнью, своей практикой, и мне может быть гораздо легче обратиться к их опыту и не набивать собственные шишки. И в этом есть оптимизация, конечно, да. Поэтому я с удовольствием в большом количестве рисую вот такие вот рисуночки, которые не просто заполняют место в моем скетчбуке, а дают мне необходимую опытность, опираясь на которую я делаю дальше свои проектные истории. Каким образом это работает практически? То есть, что нужно, исходя из вот этой вот информации, видео делать? Нужно брать те моменты, которые вам нравятся, тот стиль, который вам нравится, ну, например, там графика, ландшафт, архитектура, скульптура, живопись, и обращаться к опыту тех людей, которые уже поработали до вас, и интенсивно изучать его. Вложение усилий вот в это даст намного больший результат, нежели свои собственные попытки биться головой об стену. Потому что это прекрасно, собственный мозг, но лучше собственный мозг присоединить к коллективному разуму человечества. Как присоединить? Да просто изучать культурное наследие. Просто go в музей, go читать книжки, go изучать вот этот вот культурный контекст. Если это делаете, то будете быстро становиться сильнее. Если этого не делать, то можно долго вариться в соку собственной короны и представления возможном о том, что типа вы что-то делаете симпатично. И такой подход, он никоим образом не закрывает там идею того, что вы можете двигаться в инновации в выбранной вами сфере. Наоборот, он действует так, что как будто бы вы получаете огромное количество, неизмеримо сильный драйвер ваших усилий. Потому что реально вам есть на что опереться. А если вы опираетесь только на собственные фантазии, то трудно двигаться вперед. Это были такие видео микрозарисовки для того, чтобы показать, каким образом работает моя вот эта вот скетчбучная и проектная история. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите научиться рисовать в такой графике, подписывайтесь на мой сервис Boosty. Внизу в описании видео и в ссылке в шапке профиля ссылки на мой сервис Boosty. Там можно по-простому зайти вот в эту мою большую графическую историю. Или бесплатные уроки у меня внизу в описании к видео. Если вам ближе бесплатные уроки, то welcome, это тоже почетный, очень почетный путь. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, хорошего дня, пока.